Они первые девайсы не будут играть Magic на шариках, крысить. Они будут пытаться что-то делать, вы им хаешки, флешки, смог туда, и сразу убежали монстры. Мы с Эликом начинаем расшатывать бассейн, они фокусят бассейн, они там флешку в бассейн, выпады, какие-то молоты, какой-то идет расклад, вы втроем в этот момент просто выбегаете монстр. В 7-м раунде полуфинального матча в Кёльне все произошло именно так, как сказал Зевс. Во-первых, Эдвард без страха занимает шарики, потому что Астралис на первых закупах не пушит в раннем тайминге. Во-вторых, к выпаду в бассейн все были готовы, и 2 минуса без размена тому подтверждение. После чего выполняется максимально сейвовый выход через монстр. Даже на стадии с огромным преимуществом команда слушает капитана и не идет на бездумный риск. Эдвард дает хае за фонтан и детектит АВП противника. Иван проходит на баллоны через детскую, понимая, что подобный пуш КТ не исполняется в соло, и получив дамедж в пассивном контакте, они не будут отходить далеко, чтобы не отдать контроль центра карты. Выигрывает опен-дуэль и ждет рефрагера с авиком в туалетах, поскольку за мгновение до килла был слышен зум по длиной. После смерти Флейми, Эдвард занимает угол, в котором его не видно при дефолтном выпаде снайпера, а он, в свою очередь, контролит любые ротации. Флейми, как и всегда, следует в коннектор, дает молли против аркады и смотрит, чтобы противник не прошел в тупик. Получив дым в ответ, он медленно заходит КТ в спину. После смерти от Эдварда Флейми чекает наличие стака в коннекторе. По инфе от Элика открывается на Зигу и минусует Каленова, который полностью потерял тайминг врыва в бассейн из-за прострела от Зевса. Далее под флешку капитана Флейми выходит с Зиги и убивает слепого в 9, о котором была инфа по траектории моменталки в бассейн. Зачистив Б, Егор следует назад в коннектор, чтобы выбить лонг. Полностью читая противника, Флейми выходит с префом под флешку, но поставить инста-хедшот у него не получается. Элик дает стандартный молли на шорт, после чего откидывает хае на пропрыг, которую еще нужно потренировать. Выходя с длинного, чекает возможную подсадку над смоком в коннекторе, под флешку капитана открывается на пропрыг и проверяет тройной буст. Элик вовремя реагирует на моменталку и, задоджив ее с идеальным таймингом, принимает аркаду в бассейн. Оставшись красным, он отходит назад, чтобы накинуть тиммейтам флэш и забрать плент. Установив C4, Элик контролит 9. Зевс дает флэш на шорт, и получив инфу от Элика про пуш Зиги, Даня ювелирно простреливает Гзипникса, застопив его выход на бассейн. Тем самым он сейвит Элика от размена и дарит Флейми красного противника. Далее Зевс кладет дым в сайт и под флешку выходит первым на Б. Зевс контролит 9, потому что снайпер теоретически мог ретироваться с аркады фонтана. Он накидывает хае на хелпу, куда и выдвигается с симплом, дабы не дать последнему игроку защиты засейвить АВП. Симпл накидывает хае на пропрыг, который летит слишком далеко и не наносит значительного урона. К мажору Саша с Эликом оточат этот раскид, и изейший минус на дефолтной точке будет отличным стартом для выхода Б. Симпл под флешку открывается на короткий туннель, заходит на Б в роли рефрагера Зевса, закидывает молли на 9 и контролит хелпу. Вы часто говорите, что тактики не имеют смысла, если Симпл не дает кучу киллов. В конкретных случаях, когда на Сашу возложена плеймейкерская роль, эти слова имеют вес. Но показанный в этом выпуске раунд пример того, как Симпл выступает в роли запасного плана. При этом все идет по инструкции, и каждый игрок команды вносит максимальный импакт, чтобы не пришлось задействовать план Б. Поэтому смотрите новые выпуски ключевых раундов и тренируйте командную синергию. На этом у меня все. С вами был Чайка, и увидимся через какое-то там количество времени.